Ребят, всех приветствую! Очередное видео для плейлиста рисунки и очередной эксперимент со звуком. Видео от 24 декабря 2018 года и тема видео колонка с фазой и инвертором. Бывает, вы пишете в личку и спрашиваете, почему я не использую фаза и инвертор. Потому что, во-первых, для корпусов с фазой и инвертором требуется больше внутреннего объема, а следовательно, конечные габариты устройства будут большими, и это не совсем портативно. Во-вторых, требуется расчет, которым вообще не хочешь заниматься. И в-третьих, звук устройств с фазой и инвертором не такой резкий, в отличие от закрытых корпусов или корпусов с пассивными резонаторами. Тем не менее, я решил немного заморочиться и создать что-нибудь для разнообразия тематики своего канала. Это пример корпуса для самодельного портативного звукового устройства. Надеюсь, мой рисунок в 3D графике получился и доступен для восприятия. Суть конструкции в том, чтобы фаза инвертор блуждал по корпусу, максимально задерживая звук. При этом небольшой участок его трубы служил как бы рукоятью для переноски устройства. Подобная конструкция, конечно, идет в ущерб внутреннего объема корпуса устройства, но для разнообразия, думаю, сойдет. В качестве фазы инвертора можно использовать сантехническую трубу диаметром 40 или 50 мм, небольшие динамики с легкими магнитами и максимально легкие материалы, такие как пластик или вспененный ПВХ-пластик. Сгибать угловые части корпуса при использовании ПВХ-пластика можно при помощи нагрева и размягчения пластика строительным феном. При работе со строительным феном не стоит забывать о мерах безопасности, чтобы не поджечь пластик при его нагреве и случайным образом его не поплавить. Для сгибания пластика достаточно просто его хорошо прогреть. Для поворота фазы инвертора внутри корпуса можно использовать сантехнические отводы. Недостаток отводов — это отсутствие плавности поворота, то есть слишком резкое изменение внутреннего сечения. Но думаю, если использовать трубу в 40 или 50 мм диаметром, то для небольшой выходной мощности вполне сойдет. Поскольку участок трубы будет служить еще и ручкой для переноски колонки, то устройство фазы инвертора требует дополнительной фиксации в местах примыкания самой ручки к корпусу устройства. Для этого подойдут уплотнительные сантехнические резинки или манжеты в соответствии с выбранным диаметром трубы. Данная конструкция подойдет для усилителей с небольшой выходной мощностью от 2 по 3 Вт до 2 по 20 Вт, если учитывать, что сечение трубы это 40-50 мм. Для более высоких мощностей в качестве трубы фазы инвертора, конечно, нужно будет искать что-то более добротное и твердое, нежели чем сантехническая труба. Но, думаю, эффекта гула, похожего на бас, возможно, мне удастся добиться. Не забываем ставить лайки и дизлайки, обязательно высказывать свое мнение в комментариях. Если есть интерес, вступать в группу ВКонтакте, если еще не вступили. В группе ВКонтакте вы можете создавать темы обсуждений, добавлять фото и видео своих авторских проектов и их тестов на звук, советоваться с товарищами по увлечению, обмениваться опытом и разумной критикой. Всем всех благ, всего доброго и спасибо за внимание.